понятие русского человека, мне кажется, оно, да, крайне раздуто в плане слишком много возомнили о себе мы, потому что, ну, в основном это, конечно, дело рук ватников плюс пропаганды, но, тем не менее, мне кажется, мы не столь значимые люди, какими мы себя считаем. Изначально, вообще до войны, у меня был следующий план, что ну вот мне исполнилось 18 в декабре прошлого года. Вот. То есть на тот призыв я не попал. Этот призыв я хотел либо пропустить, либо на момент призыва уехать куда-то, либо... Ну, я, в принципе, живу не по прописке, и жил тогда не по прописке, так что надеялся, что прокатит. Вот. И после этого летом, собственно, поступить в колледж, потому что я в прошлом просто не успел. Вот. В колледж или в вуз, ну, не суть важно, вот, и, собственно, дальше уже просто есть отсрочка по учебе. Сейчас все изменилось, потому что поступать я никуда, конечно, не буду, потому что, надеюсь, жить здесь не буду. И сейчас встал вопрос именно этого призыва, поэтому подали на альтернативную гражданскую службу заявление. Вот. Нам отказали, потому что слишком поздно подали. Я подал его за 2 дня до начала призыва. Мой друг подал за полгода до своего призыва. Он потому что призывается только вот на следующий. Он сейчас подал, ему отказали, потому что слишком поздно. Ему сказали, нужно ближе к призыву, мне сказали, нужно за полгода до призыва. Вот. Ну, мы, и он, и я, в принципе, у нас как-то параллельно идут дела, поэтому мы оба подали в суд. Насколько я знаю, он тоже. Вот. Сейчас будем смотреть. Но суды обычно идут полгода. Поэтому есть полгода, чтобы что-то сделать. Ну, я нахожусь в Москве, в Кузьминках. Это квартира родителей моей девушки. Они, поскольку являются украинцами, первые дни войны, ну, сначала уехала моя девушка, прям в первый день, потому что у нее была виза, а потом уже как политические беженцы они уехали, после чего я вот как раз остался здесь следить за квартирой, и, ну, дальше будем смотреть, что с ней делать. Скорее всего, они, наверное, продавать ее будут, не знаю. Ну, это была рабочая неделя, это же был четверг. Я, собственно, в среду пришел после работы, мы с девушкой легли спать, и в 6 утра я просыпаюсь, не от звонка просыпаюсь, а именно от слов по телефону, то, что началась война, ты уезжаешь. Это говорил отец моей девушки ей. Весь последующий день мы были с девушкой, естественно, я написал своему работодателю, что нет, я сегодня не приду, и, скорее всего, вообще не приду. И там был небольшой конфликт, то, что он сказал, что я его подставляю и все такое, но вроде как мы все уладили, и в конце концов я уволился, но да, я весь день провел с девушкой, и на следующий день она с утра улетела. Ну, это понятно, что не как основная работа, это скорее была подработка на какой-то период, потому что я планировал поступать в Москве, вот, и изначально я просто был опыт работы бариста, я пытался поработать бариста, какое-то время работал, а потом подвернулась вакансия продавца, и причем это была очень странная вакансия. Ну и, в принципе, как оказалось, у них у всех достаточно странная, компания. Она занимается тем, что продает варенье, привозят сюда и под любым предлогом, типа, должны продать. То есть я, поскольку достаточно часто затягиваюсь в работу именно, что для меня это становится каким-то спортивным интересом,
Я, то есть, говорил, что вот мы с ребятами сами ездим в Алтайский край, сами эти ягоды, ну, то есть уходим в поход, собираем эти ягоды, потом у нас есть паровые установки, потом у нас вот друг есть, мы едем сначала к нему, перевозим все это, потому что аэропорт не близко, потом он сам на своем самолете, у него есть небольшой самолет, типа, летает в Москву и обратно. Короче, начал придумывать что-то такое, вот. Ну и весь прикол в том, что у них целевая аудитория — это бабушки в основном, ну и такие же женщины, мужчины под 40, 60, что-то такое, вот. Ну и большинство из них, типа, верят много всему, но в качестве, такого сказать, оправдания варенье было, ну, оно позиционировалось как полезное, натуральное, оно было, я почитал состав, я проверил различные источники, и оно было, правда, ну, приближено к натуральному, то есть там был какой-то консервант, который вроде как оказался одним из самых натуральных, ну, не суть, я думаю, вот, и правда было без сахара. С школой вообще забавная история связана, потому что у меня в школе типа были норм учителя, были нейтральные учителя и были ебанутые учителя. Вот, именно в плане позиции политической, потому что среди них миксовалось также их просто как учитель человек, вот. Школа была такая, скорее нейтральная, с небольшим уклоном в оппозицию. Ну и, понятно, были пропутинские ребята. Вот. Но это типа школа на Петровке, вот, в центре Москвы. Там много разных ребят. У многих родителей, естественно, пропутинские, потому что благодаря нему, ну ладно, может и не благодаря нему, но просто пропутинские. Вот. Поэтому дети перенимают их сторону. У меня была учительница по математике. Она была православная, очень православная. Но при этом она была в оппозиции жестко. Вот. И мы с ней в какой-то момент... Она, к сожалению, скончалась от ковида. Вот. Но мы с ней в какой-то момент общались по поводу будущего России. Она сказала, что у России будущего нету. Был 19-й год, если не ошибаюсь. Был Голунов. Был марш в тот день, когда его освободили, в День России. Сопутно день рождения моей сестры младшей. Вот, я поздравил сестру и поехал на митинг. Там меня задержали. Вот. Ну, там, типа, неважно, что везли в автозаке несколько часов. Людей, понятное дело, было больше, чем обычно, чем нужно. Это было середина лета почти, поэтому к учебному году я уже нахуй забыл про это. Вот, просто, типа, периодически шутили про это, а потом внезапно в школу присылают письмо, типа, а у вас Лазарев пойман был, тварь такая, 5-я колонна у нас тут. Целый день меня расспрашивали об одном и том же, типа, что ж ты не сказал, что ж ты то, ты же знаешь, что у тебя потом будущего не будет. Ты, блядь, тварь такая, все, ты подставил себя, ты подставил школу, ты подставил родителей, ты подставил страну. Учительница по математике, как раз Ольга Борисовна, вступилась за меня, сказала, типа, так, ты, короче, сразу говори им, что ты шел ко мне, что я тебя вызвала, потому что у тебя там что-то было... Ну, короче, она попыталась как-то помочь. Вот. Ну и плюс помог мой соцпедагог. Он помог не из оппозиции, а потому что у нас сложилось такое комьюнити. Вот. Из-за этого комьюнити его, к сожалению, и уволили. Но, тем не менее, он помогал хулиганью нашей школы как-то выбраться, прикрывал их часто. Поэтому как-то так. Дальше что было? Дальше были следующие митинги, на которые я не ходил, и на каждый почти митинг беседу класса писались. В Москве около школы сейчас будут проходить массовые сборища. Дети, помните, это опасно. Туда не надо ходить. Особенно Лазареву передайте, что туда ходить не надо. Вот. Постоянно упоминалось, постоянно я с компанией друзей шутил про это. Периодически дискутировал с учителями, вот, и в какой-то момент к нам, я не помню,
но это была, опять же, серия акций и забастовок и так далее, протестов. К нам пришли, как и в многие школы, полицейский и говорит: а вот у нас тут один молодой человек, вы знали, что его финансируют из Запада, его вообще США финансируют, и вообще он тварь. И, ну, ладно, я все это утрирую, конечно, но тем не менее, посыл был такой. На что у нас школа, слава богу, случился дискус с этим полицейским, с этой полицейской. И несколько ребят из моей школы начали высказываться, типа: а что вы скажете на то, что он говорил про это? И так, ну, типа, начали обкидываться фактами. Одна девочка, которая была пропутинская, она в слезах выбежала из класса, вот. Закончилось это тем, что я снял с себя рубашку, а у меня под рубашкой удачно совпало, была майка, где 2 полицейских ебутся. Сидел в этой майке, потом на телефоне напечатал акап, тоже вот так сидел в сторону зала. Ну и, конечно, тоже вступал в дискуссию. Вот. В принципе, на этом почти все приключения закончились, ну и за исключением каких-то предвзятого отношения от учителей. Ну, вообще, я, в принципе, безусловно, хотел бы побывать в разных странах, возможно, пожить. Но чтобы прям уехать навсегда, это скорее просто на уровне каких-то мыслей, которые почти сразу отпадали, потому что я просто, ну, я люблю Москву очень сильно. Я, в принципе, и Россию люблю, как страну, вот, но при этом государство нахуй. Вот. Поэтому до этого я, да, не хотел, наверное, уехать. Сейчас скорее хочу. Вот. Но я до сих пор просто, правда, не понимаю, потому что для себя, в конце концов, я никогда не жил нигде, кроме России. Я ездил на отдых, ездил в Грузию, ездил в Чехию, но... Вот. Но недавно понял для себя, что все-таки, наверное, в Штатах я бы, ну, это как одна из таких несбывшихся пока что мыслей, идей, мечта в своем роде. Вот, так что, на самом деле, достаточно трогательно воспринимаю факт того, что я могу оказаться там, потому что для меня, наверное, это будет важным моментом. Вот. А еще из нового открыл для себя, что очень хочется попасть за границу, чтобы ощутить ощущение вот этой свободы, когда ты можешь просто выйти на улицу с плакатом «Путин хуйло, сдохни от СПИДа», и тебе ничего не будет. Ну, если ты не в Беларуси, конечно. Вот. И, типа, реально круто же. Ты можешь... Ну, и, типа, с любым, в принципе, плакатом, даже там не Путин хуйло, а просто Джо Байден хуйло, да? То есть неважно кто, важно просто ты выходишь, высказываешь это, и всем похуй. Ты вообще что угодно можешь говорить. Вот. Поэтому очень хочется ощутить эту некую свободу. Потому что в прошлые разы поездок я что-то не думал об этом. Есть, ну, несколько путей. То есть, не знаю, чтобы переждать или чтобы окончательно уехать. Это всем известный способ с получением еврейского гражданства. У всех, у кого есть родственники. В моем случае родственник Александр Григорьевич Тышлер. Он далеко от меня. И он мужчина, но американская еврейская диаспора, не знаю, ну, в общем, просто еврейские друзья, собственно, которые общались там с Аней, они сказали, что если он деятель культуры, а он деятель культуры, то это будет легче намного получить, вот, поэтому есть шанс так, вот, либо же придется ехать в другую страну и там уже из той страны решать, ну, условно, в Грузию, не знаю, которая открыта просто. Там решать тоже есть развилка, несколько путей. Это Канада, там у меня есть дедушка, он может написать пригласительное. В пригласительном, собственно, я, типа, если получаю визу, то я лечу туда, и там уже на границе сдаюсь как либо политический беженец, либо просто прохожу. Я до конца не понял, как это работает, потому что у них достаточно открытая граница с
США, вот. Ну, то есть можно просто как политический беженец сдаться. Вот. Либо же можно через Мексику. Это намного интереснее путь. На самом деле я бы хотел так. Потому что если через Мексику, ну, как и в случае с Канадой, там типа на границе у тебя проверяют все, после чего отводят и сажают в СИЗО. В СИЗО, в котором, ну, то есть это вот как у нас, в принципе, тоже СИЗО, камера примерно, это какая-то комната, плюс открытый туалет и типа 20 человек в ней. Вот, и тебя так сажают на несколько недель, пока проверяют документы, и потом типа проводят собеседование, говорят удачи, и ты летишь, собственно, куда тебе надо. Вот, ну, если, конечно, дадут. Через Мексику это интереснее, потому что через Мексику в СИЗО просто интереснее посидеть. Потому что через Канаду, я думаю, какие-то... Понятно, что хоть и интересные личности, но не настолько, чем через Мексику. Вот, потому что там, в принципе, больше распространена миграция. И вот родители девушки, они как раз таким образом улетели. Они, собственно, сдались на границе с Мексикой, но их выпустили через пару дней, потому что у них есть дочка, которая уже в Штатах, а у нее просто виза была. Вот. Но сейчас... Да. Ну еще есть вариант улететь в другую страну, и там уже в посольстве Штатов подать на визу просто. Ну, то есть не через Россию, а через другую страну, если есть такая возможность. Я пока просто изучаю вопрос, читаю, вот. Пока не совсем понял, можно ли гражданину другой страны, в другой стране, то есть, условно, и россиянину в Грузии визу в Штаты получить. Скорее всего, нет, вот. Ну, сейчас будем смотреть, если получится собрать документы родства, доказывающие, то еврейство, а там виза в Штаты это раз-два просто. Если не получится, Мексика или Канада. Скорее всего, Мексика. Вот. А для тех, кто остается, удачи. Попытайтесь что-то исправить. Выходите, ругайтесь, злитесь, бунтуйте и меняйте. Вот. Ты веришь, что можно что-то, да? Да, конечно, можно. Не знаю, камон, уже у нас... Я вот сейчас увидел новость, пока отходил. Появилось какое-то подпольное движение, они уже тегают по всей России. Ну, понятно, что это пока только зародки, непонятно, чем это кончится, вот. Чуваки там коктейль Молотова в военкоматы уже 8-й раз кидают, типа... Ты не слышал? 8 военкоматов уже сожгли, один в Череповце. Первый какой-то случай был давно. Вот. Ну вот недавно как раз вот в Череповце жгли, там какое-то еще здание тоже зажигали, но в основном военкоматы, вот. Так что, конечно, можно изменить. Надо просто... Все сидят у нас... В Москве все дохуя такие: о, блин, давайте мирный протест, мирный протест. Я уже давно решил, что мирным протестом, долго очень будет все это решаться. Нужно головы сворачивать подонкам блядским. Я не видел еще и ни разу не участвовал ни в одном интернет-споре, где какая-либо сторона принимала аргументы и такая: а ты прав. У меня был такой один раз с моим другом. Он бывший скинхед, бывший националист, кстати. Вот. И однажды он на 8 марта просто сказал там, типа: да зачем вам... то есть у меня большинство окружения, мое и, в частности, его, потому что мы в одной школе учились, они, девушки выложили, то есть это праздник равноправия, это за женские права, это не просто, типа, женский день, а это именно за женские права. На что он ответил, типа: феминизм не нужен, у нас и так все хорошо с правами, мы наравне, женщины зарабатывают столько же, насилие происходит и над мужчинами, и над девушками. И высрал это 8 марта себе в историю. После чего у нас произошел забавный диалог в школе. Я говорю:
чел, ты сказал, типа, закон о домашнем насилии не нужен, потому что женщины, ну, типа, он не знал, короче, просто, что большинство женщин и, ну, объемы и количество женщин, которые подвергались либо насилию, либо изнасилованиям, каким-то травле, ну и прочему сопутствующему дерьму, он просто не знал, что в контексте людей женщины — это большинство, которые получают это и несут на своих плечах. И он не знал, что, в принципе, большинство женщин именно это получают. Среди женщин, я имею в виду. Я ему просто показал статистику, он сказал, блин, я не знал, ладно, исправлю. Ну, типа, я передумал. Вот. Короче, да, девушка хочет поступить в институт, даже, по-моему, называется Институт моды, вот, в Нью-Йорке. Там здание в стиле конструктивизм, прикольное. Вот, ну и, в принципе, институт достаточно значимый, прикольный, крутой. Вот, и она хочет в него поступить, и я тоже подумал, что, наверное, типа, стоит туда же поступить, но она сказала, что когда мы будем жить вместе, у нас будет одна профессия, то это, скорее всего, скажется негативно на нашей совместной жизни, возможно, или на работе. Вот, поэтому, наверное, стоит выбрать другую профессию, но я не знаю, какую. Вот, поэтому сейчас, наверное, нужно понять, во-первых, что есть в Нью-Йорке, потому что, скорее всего, будем жить в Нью-Йорке, потому что ей в Нью-Йорк, плюс город, в принципе, для мигрантов самое то, плюс, ну, Нью-Йорк, блин, это круто, вообще огонь, вот, ну и, собственно, нужно будет смотреть, выяснять. Я, честно, не читал пока что ничего про это, я даже стараюсь не думать, потому что страшно. Я более чем уверен, что я просто по итогу буду работать, чтобы квартиру оплачивать, бариста тем же самым, по приколу. Вот, в то время, когда Аня будет учиться. Ну, примерно так было, наверное, так и останется.